В данном обзоре онлайн-платформа TwinLinker, последнее обновление, но обо всем поподробнее. Всем привет, с вами JohnnyGeeks. Перед нами главное окно программы. И нет, я не ошибся. TwinLinker — онлайн-платформа для вывода на всеобщее обозрение результатов своего творчества из программ компании AppVent, среди которых есть Twinmotion. Зайти в TwinLinker, помимо интернет-поисковиков, можно и в самих программах, связанных с онлайн-платформой. Twinmotion, например, в панели быстрого доступа Edit TwinLinker или через экспресс-панель Tools TwinLinker. Однако есть третий вариант, которым мы воспользуемся. Создадим панораму. Media, панорама, Create Panel. Далее экспорт в разделе панорама. А вместо empty, пустой, ставим файл. В настройках More, в параметре разрешение 360, выбираем разрешение 4 или 8К, а в TwinLinker ставим On. Экспорт, Start экспорт. Выбираем место экспорта файла. Далее идет процесс экспорта, Exporting, после которого появляется окно TwinLinker. Здесь можно зайти в аккаунт или, если уже был произведен вход, нажать кнопку Go to TwinLinker. Открывается браузер со страницей TwinLinker. Ниже написано Create and Share Virtual Visits Directly into your Browser. Создание и совместное использование виртуальных площадок для осмотра. Да, буду использовать именно такой перевод для Virtual Visit. Прямо в вашем браузере. И указана стрелка. Directly Import Your Media. Прямой импорт ваших медиафайлов. Фото, видео, панорамы, 360-градусное видео из последних версий Twinmotion и Artlantis. Simply Create Your Virtual Visits. Простое создание ваших виртуальных площадок для осмотра. Связываются фото и видеоматериалы в единое целое. Share your virtual visit instantly. Поделитесь вашей виртуальной площадкой для осмотра мгновенно. Отправьте свое творчество по почте всем друзьям, родственникам, знакомым, работодателям, коллегам и так далее, прикрепив ссылку на файл или разместите ее на вашем сайте. Ниже представлены два пакета онлайн-платформы: Basic базовый и Extended расширенный. Разница в опциях есть, и она заметна. 5 или неограниченное число площадок для осмотра, 10 или 200 гигабайт хранилища, 1 или 10 ссылок на совместное использование. Трудности перевода. Предложите свой вариант, как перевести. Прежде чем купить расширенный пакет, лучше опробовать базовый. И да, забыл об ознакомительном ролике, скорее показывающем возможности TwinLinker. А если хотите посмотреть именно ознакомительный, ссылка на экране. На старом канале был обзор версии платформы до обновления. Можете сравнить. Опробуем базовый пакет. Connect. Присоединиться. Заходим или регистрируемся через AppVent ID. Что ж, эта часть обзора была смонтирована. То есть я знал о своих шагах. Какие изменения затронули TwinLinker, я не знаю. Поэтому в процессе обзора могу тормозить. Главное окно TwinLinker. Выглядит оно вот так. Это еще до обновления. Почему до обновления? Потому что вот эти вот сообщения. Warning, your subscription expires in 9 days. Upgrade. То есть, внимание, ваша, так сказать, версия истекает через 9 дней. Обновитесь. И вот здесь вот встретила меня сообщенница, то что у меня оказывается пробная версия, истекающая через 9 дней. Почему пробная, я не понял. Но я не хочу потерять свои файлы, поэтому я лучше обновлюсь. Так, судя по всему, меня перекинуло на главную страницу TwinLinker. Здесь представлены два пакета, которые мы разбирали. И, конечно, я просто жму Connect, потому что мне достаточно базового пакета. Connect. И теперь мы находимся в обновленной версии TwinLinker. И по порядку.
Сейчас мы находимся в разделе Dashboard, то есть панель инструментов. Здесь представлены общие сведения о программе, о всех моих файлах, как и в старой версии. Здесь есть ссылки на все файлы. Также здесь доступна известная информация, то, что это у меня пробная версия, истекающая 20 мая. Сколько потрачено, использовано памяти из всего хранилища, по сути, по 200 гигабайт. У меня, оказывается, не базовый пакет. Сколько введено вообще файлов каждого типа. Assets — это ресурсы или файлы, и виртуальные визиты, виртуальные площадки для осмотра, которые я разберу уже здесь. И начну, конечно же, с Assets. Ресурсы. Если как бы правильнее, это файлы, потому что это реально файлы. Изображение, панорамы, видео 360 градусов. Я выберу, конечно же, видео 360 градусов, как самый достаточно, мне кажется, интересный вариант. Показать, как это может выглядеть. При нажатии здесь появляется информация и само окно Enable Preview, доступный просмотр. Мы можем вращать как панораму, но это видео. Его можно также удалить, что я пока не буду делать. Click to Edit. Возможность изменить название этого видео. Оно не относится к виртуальным визитам, потому что оно не входит в состав площадки для осмотра. Дата и время загрузки, модификации, изменения, разрешение 2К и описание. И заметьте, здесь размер 37 мегабайт с копейками. И это плохо. Почему? Потому что 2К должно выглядеть чуть-чуть получше. У меня, например, экран Full HD. И 2К здесь должно выглядеть гораздо четче, чем вот выглядит сейчас. В данном случае это онлайн-платформа. Она оптимизирует все файлы, которые здесь появляются. И поэтому, соответственно, конечно же, она будет оптимизировать так, как ей нужно. И не всегда оптимизация идет в ногу с качеством. Поэтому советую 4К. Например, как вот здесь. Видно все, хорошо все отображается. Это панорама 4К. Но продолжим дальше. Виртуальные визиты. Виртуальные площадки для осмотра. Представлено 3. 2 было создано. 3, она уже по умолчанию находится в аккаунте. Состоит из такого вот полигона с объектами. В отдельных точках здесь выставлены ссылки на панорамы, фотографии. Это карусель. Панорама. При нажатии, я думаю, раскроется, как в старой версии раскрывались панорамы сразу. И здесь раскрывается она справа. Go to панорама. Можно добавить новую, можно посмотреть, выбрать любую другую панораму, сразу находясь в этой панораме. Можно перемещаться между панорамами с помощью данных клавиш. Здесь доступно Edit мод и Preview мод, то есть режим редактирования и режим просмотра. Режим просмотра убирает эту строку. Ну, это как полноэкранный режим, почти как полноэкранный. Выйдем обратно. Можно создать и свою виртуальную платформу для просмотра, но она будет выглядеть так же, как и эти. В принципе, особо. Это очень простой процесс, с которым справится любой. Даже без знания иностранного языка, на интуиции. Shares — это общий доступ. Здесь представлена статистика просмотров этих виртуальных визитов, виртуальных платформ для осмотра. Всего их 3 доступно. Здесь name, имя, created ad, создание, share link, ссылка, статус, stats, статистика.
Здесь статистика общая. Всего сколько зрителей посмотрело, сколько просмотров за день. Статистика может быть как в графике, так и по странам. И эта часть похожа на YouTube Analytics. Но вернемся к панорамам и другим файлам. Что интересно здесь, это ссылка. По факту здесь ничего не изменилось, как и в предыдущей версии. Также доступно 3 варианта ссылки, как посмотреть этот файл. Например, панорама, как прессовую. Share link, ссылка, при которой можно просто зайти через браузер, посмотреть эту панораму. Embedded — это часть файла, кусок кода, точнее, который вставляется в файл, например, при создании сайта, скрипт, и будет показываться там результат, например, своей работы. Панораму, фото, видео и прочее. Виртуальный визит. В общем, QR-код — это для мобильных устройств, для просмотра того же виртуального визита или платформы для осмотра. Жмем Copy to Clipboard. Ссылка успешно скопирована. А в дальнейшем здесь создадим файл, куда скопируем скрипт. И сразу скажу, разработчики исправили косяк. Косяк был заключен в том, что здесь не было пробела в предыдущей версии, из-за чего у меня не сразу запустился файл. То есть был показан, что как будто он пропал или его вообще не было. Так как я задействовал на этом внимание, наверное, разработчики заметили и написали то, что в обновлении они исправили это допущение. Посмотрим. Как же он выглядит? Все в порядке. На этот раз никаких ошибок. Панорама отображается хорошо. Здесь возможность выбора панорам, но так как она одна только, и поэтому еще недоступны вот эти клавиши. И возможность раскрытия во весь экран. Кроме того, есть ссылка на линкер, главное окно. Но закроем и посмотрим, что же изменилось с аккаунтом. Аккаунт остался тот же, кроме, конечно, старт-гайд. Стартовое обучение, оно и появилось. Сейчас я вот также, наверное, посмотрю. Языков осталось 2, французский и английский, так как компания французская. А я попробую еще раз обновить, потому что мне что-то опять сообщение. Это старт-гайд, пинлинкер онлайн приложение для того, чтобы создать и поделиться виртуальными визитами, платформы для просмотра ваших Twinmotion и Atlantis 7 3D проект за 4 шага. 4 раз, 2, 3, 4. Кстати, это повторяется в главном окне. А на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!